Друзья, добрейшего времени суток. Очень рад вас приветствовать. Во-первых, хотел поблагодарить вас за теплые слова с прошлого ролика. Думаю, больше возвращаться к теме негативных комментариев мы не будем. Будем просто блокировать их, и все. Это во-первых. А во-вторых, наконец мы посетили деревню староверов Кабала или поселок Новый. У него два названия. Наши, наверное, первые зрители, одни из первых, помнят. Я вот обещал как-то сюда добраться, но сюда доехать очень тяжело. И мы на Зиле смогли сюда добраться, проехать. Сейчас можно на какой технике проехать. Летом сюда-то вообще не попадешь, только на вездеходе. И если старообрядцы разрешат сейчас какие-то, видеозапись ввести, хотелось как-то познакомить вас с их культурой, бытом, если они разрешат, опять же. А если не разрешат, я так украдкой, может быть, на коптере взлечу, показать, и поснимаю, в рамках какого-то разумного. Так, я пойду, ребята там уже пошли, с ними общаются. Влад очень хорошо их знает, они Влада хорошо знают. Они с Владовской металлобазой много лет отправляли мед вагонами, грузили. Так что они очень хорошо знакомы. Плюс там запчасти на металлобазе различные брали для своих самоделок. Они также собирают вездеходы. Потому как на другой технике здесь невозможно передвигаться. Поэтому очень и очень хорошо знакомы, в близких отношениях. Доехали наконец, да? Здрасте. Алексей. Георгий. Алексей. Сразу с видеокамерой. Так, можно мы чуть-чуть поснимаем? А где автомат через плечо? Не, у нас... Знаешь, как у гаишников. Раньше на это, Как у гаишников. Тормозят, у них сразу видеокамера, автомат через плечо. Это не переломка, да, это цельнорамный вездеход. Это цельнорамная. Да, кого тут снимать? Тут страшилище, как не знает что. Сколько Витек она отъездила у нас? Как Дима родился? Диме сколько? 14 лет? Да. 14 лет, мы уже что только не перебрали. Запчастей уже гору переломали. Рессор вон целая куча лежит, гора. А двигатель от чего? 2L. 2L. Поели, проблема с коробкой. Проблема с Нет, коробкой. получается нагрузки большие. Сами не знаю, с чего просто коробка. А потом 2L. А шильдика никакого нету? Это Skylux, мне сказали. Вот это Skylux, как я ему объяснил, который этот ремонтирует там. Что вот это Skylux. А сурфа, она тоненькая, легонькая, маленькая. У меня сурфа валяется уже одна такая. Только кто ее ремонтировал бы их. Колеса это не Урал? Это Урал. Ураловские? Да. Которые нефтяники-то. Урал, КамАЗ. Нет, КамАЗовские не режутся, говорят. Вот нефтяники ходили на синих Уралах, когда нефть тянули, нефтепровод. Вот это нефтяник. Широкая была. Да. Вот. КамАЗ Урал идет. Она не это, низкопрофильная, как силовская, получается. Размер один, только шире. Вот, получается, мы ее с братьями как собрали, мы не доделали. Ладно, потом. А что у вас там за здание такое большое, с бруса, свеже Это тоже построено? будет дом. Дом? Дом будет, да. Ну вообще нынче получается. Это ваших кто-то, да? Сына женил. Я сына женил там. Ага. Чтоб здесь дом не разбирать, не ломать, не это. назад. И сына женила, а он сейчас работает в этом самом. В Брусике. Ага. На погрузчике на этом, на фронтальнике работает. И живет там в Диракане. У сестры живет пока, а сейчас вот они переходят вроде в какой-то домик. Там, должны перейти, по идее. И здесь строится. А это просто мы построили, получается, у меня брат здесь строился, собирался жить, Максим, брат. Он собирался здесь жить, а что, дети растут, надо в школе учить. А чтобы в школе учить, здесь что, начальная школа, а потом туда переезжать, это... он сразу решил переехать, сразу. И чтобы там это... Дети уже привыкали к одной школе. И все, и оттуда это...
А жен, получается, ну как сказать, берут, не берут с другого какого-то Ну, вот у меня старообрядского поселка, У да? меня с Солнечного района, у меня Ну, вы Солнечного ездите района. в гости, да, друг к другу? Да, да, А ваши тоже, да? да, из наших, ну, Солнечного Как-то района. ваши приезжали. А к только нам в туда гости. ездите или еще Почему? куда-то? Вот там и по Сибирь, Сибири большой, вон и сколько Сибирь, там Приморье. она большая. Я раньше думал, Сибирь маленькая, как поехал туда в гости, у меня там Ну, тетки, Хабаровский получается. край, он Там тоже Сибирь там. не маленькая. Ходишь, говорит. Видишь, какая А встреча. я вот еще Ну. поинтересоваться хотел, вот как-то мы общались, вот если человек, допустим, хочет присоединиться к вам, да, ну, А вашим Вова. укладом Мгм. жить, У то нас есть один такой. получается он приезжает, и вы ему помогаете на первоначальном этапе избу, да, поднять, дом построить. Не, ну если Не, ну смотря какое желание у него, например, у нас есть один человек такой, но он не женатый, как бы тоже из Мирских, но у него бабушка тоже верующая раньше была. Ага. Потом он Мирский был, пил, курил, жил в Биракане, не знаю, может где-то еще в этом, в Кукане где-то жил, где-то в Дагордоне, там еще дальше, по-моему, поселок. Ну, он рассказывает. Ну да. Вот. А потом он в Биракане жил, с Биракана приехал, так же, как вот Витек, помогал. А Витек тоже, получается, дальний родственник моей жене. И вот, а потом в итоге, ну что, его все, ну, говорят, ну что, сколько живешь уже, давай бросай курить. И все, вставая на А, правила. то есть у вас не курят, да? Нет. Нельзя не Нет. курить. Сейчас пост у вас? Ну да. Сейчас Великий пост. Вчера половина поста прошла. То есть вы собираетесь общиной, выясняете серьезность намерений, да, и тогда уже приходите к какому-то решению, помогаете ему избу строить или как? Ну, там, получается, у него, конечно, небольшая избушка, еще старенькая. Ну, как бы... Вот, например, я бы сейчас, например, вот как я сейчас ушел с того дома, осталось там, например, дом и кухонка. Ага. И вот так же там Володя Юрков, ты, наверное, может, знаешь его. Он тоже приезжает к вам на базу. Ну, конечно. И конечно. это, но, и это на Киеве, он крытая Киев, Ага, кун у него. И это. И вот он живет в этой кухонке там. И все, и ходит молиться также, все это. Каждый праздник, каждое воскресенье не пропускает. Он еще заранее встанет, пройдет нас всех, А вы побудет. по воскресеньям, да, ходите в церковь? Воскресенье, праздники, Пасха, Рождество, там Благовещение, все Ну, праздников праздники. тоже Мгм. хватает. Все. Праздников много, да. И получается, что и работать-то некогда. Сколько праздников. Еще я слышал, что, ну не слышал, а мы тогда общались, что в приметы не верите. Но, Ну, ну, то это получается есть суеверие. Суеверие, ну. Мгм. Ну, так, есть такое. У нас вот, как бы здесь все хорошо, но вот сейчас вот лето пришло, дороги нету, связи нету. Вот. Света нету, ладно. Вот что-то, мы- ну, блин, уже- со связью. опять вот мы сейчас, проблема. смотри, поставили вот эти солнечные панели, да, вот. Она у меня поворачивается, крутится, все, ну как бы ее можно, и у нее наклон туда-сюда, вот так вот. Ну, Есть Ну мотор. как, И- сами Нет, поворачиваете? моторчика я сам вручную все сделал. Я, Где например, внутри от нас я, сверху? например, иду там куда-то, ну, или вышел, там, Повернул. тут же чик повернул, чик подрегулировал. Чё, Сегодня вот солнце пасмурное уже, это... Надо повернуть. А, у него просто труба в трубу вставлена, да? Пацаны, Это угол, да. угол. До сих пор ходят. Сами по себе. Слушай, а мы с Иванычем как-то голову ломали. Ванька говорит, надо на ступицу на какую-то, ну, понял? Ну. Там полуось там, да, и к ней приделать. Они смотри, у них просто одна труба и одна на другую трубу вставлена. Все просто. И вот фиксаторы, да? Сейчас поможем. Мы это в деле. Ты смотри, сейчас это, Не, я... попадем тут в это. Это у нас тоже Просак. так сделано, вот так по часовой стрелке. Фух. А это угол Она сама- регулирует, да, да, ну. угол, это угол. Площадь. Это, а это развернуть. Все на Просто солнце. две трубы. Ну Ну, все, короче, суть, солнце идет, суть- и сверху одевается. суть понятно, Сверху но... там шарик стоит. Ага. Уже она так Ну нет. сколько тут ватт? 500, наверное, да? Одна панель 150 ватт, 12 вольт. Это Ага. получается что, 300, это что, 600-900 ватт? Вот она выдает, ну она это 900, все 12 да, вольт идет на аккумуляторы. Аккумуляторы идут через преобразователь на 220, Система 12-вольтовая или 24? 12. Ну у людей и 24 есть. А аккумуляторы какие стоят? Кислотники? Нет, у меня сначала стояли щелочные, брал я Мгм. тоже. А сейчас литиево-железофосфатные? Потом у меня были кислотные, вон они, кстати, валяются, сдохли. Да Ага. уже их столько, их-то, этих кислотных, их купишь, они тут же это. А сейчас стоят гелевые. Ага.
А потом поставите вы в конечном итоге литиево-железофосфатные. Первый раз слышу. Вот они лучше всего подходят для вот этой системы солнечной энергии. Вот, а когда у меня братья здесь жили, сейчас братья-то поуезжали. Что здесь связи нету, школы нету как таковой. Ну, начальная это есть школа, 4 класса. И вот. Леня уехал, Максим уехал, Ваня уехал, мама уехала. Аня замуж вышла, тоже, получается, она вышла в Сибирь, как бы, Иван Рукавицын. Они сейчас живут в Биракане и работает он здесь же. И у Гоши Попова, получается, работает, и у Миши Виноградова. Ну, в общем. Все ваши. Да, и они все там, получается. Один я здесь, как видишь, дом построил, уже жалко бросать. Вроде, Сколько человек живет вот здесь? ой, что-то 90 или под сотню. Я даже, честно, не знаю. Это вместе с маленькими детьми. А вообще 15 дворов. Ну, 15 семей, например. А там, если, например, у Степана сколько? 13 или 14 детей, Ой, да. Ну, у Я всех даже по сам много, да, вообще. детей? Это уже у Леши уже сколько? Ну, у меня 4 Я сына. помнишь, к вам приезжал, мы толпой приезжаем, помню, с рыбалки. Там вот, ну, еще вот такие все бегали. Мгм. Смотрю, Ну, уже все замуж. А есть конечно. такое, что вот, ну, ребенок сам определяет свое будущее? Ну, допустим, я пойду там с мирскими жить, или так не заведено? да вроде пока такого нету, а вообще, ну как бы не было. С мирскими чтоб нет. Ну здесь как бы, видишь, воспитание такое, как бы все равно, как сказать, оно... Ну вот Как они вот, построже. допустим, говорят, я вот хочу там в институте учиться там или, ну, Нет, ну учиться-то ты можешь учиться, только потом надо, получается, все равно где-то так работать, постараться, чтобы остаться, ну, чтобы уйти туда не... С вашим Уйти всем, да? туда не проблема. Туда уйти вообще не проблема. Вот обратно вернуться. Это так же, как вот в тюрьму. В тюрьму попал легко. А оттуда выйти, это мой дедушка Геннадий, говорит, Геннадий Антипович. Отец Петр Геннадьевич. И вот он так говорил, говорит, туда, говорит, попасть легко. А вот оттуда выйти, оттуда, говорит, проблема. Не выйдешь. Ну так же вот у нас получается. ну, времена вот меняются, сейчас же Ад- заметно, да, наверное, вот Ад это. попасть и легко, а вот в рай попробуй в ниде. Ну и так же получается. Ну как бы, так же оно. Так, ну а вот у вас вот эта солнечная энергия, она на что расходуется в основном? Чего Ну вот, вы ничего вот себе. сейчас в данный Ой, момент, чё? вот сейчас в данный момент, вот когда вы подъехали, я воду качал. У нас вот пробурена скважина. Ну, здесь все в деревне пробурили в итоге. Почему мы строили здесь вот сюда внизу? Так как вот А- здесь вот по низу бежит ручей. Это, ну, сами копаем. Ближе вода. Ближе вода, да, чтобы всю жизнь таскали на коромысле. Всю жизнь. Я всю жизнь 2 ведра на коромысле, одно в руку вот. Бывало и по 4, 2 на коромысле, вот так вот. И 4 ведра прешь 15-литровых. Это я еще в старом доме, когда жил, вот, Влад знает, где подъезжали. Вы помнишь, когда Яков был там Да, все? да, да, да. Отец мой еще живой был, Петр Геннадьевич. Яков Геннадьевич в гости приезжал, вот оттуда, с Арсеньева. Вот когда вы подъезжали. А, вы, получается, застряли еще там. Провалились на шахета с этим. Да, да, да. О, вот тогда и было, наверное. Последний раз, наверное, вы тут и были в гостях. Да, мы один раз приехали, когда после Нового года. И вас поздравляем, уже было Рождество. Рождество было, ну. Да, да. И в общем, это... Ну и пробурили скважину. Вот А сейчас бурили вы как? Вы забивные скважины или... Вызывали. А, Да, вызывали? приглашали там это, приезжали тут. И получается. на какой глубине, получается, У меня вот здесь, например, 12 метров. У меня метр глины, ну, грубо говоря, по пояс, да, но метр глины он бурил. Остальное все скальник известняк. Ага, Серая скала такая. Буквально вот этот вот, где постройка вот эта вот, где, ну, вот через огороды. Новый дом. Новый дом вот этот. У него 7 метров. У него И- просто и глина. известняк вообще, Там вода известняка нет, когда он бурил, у него там не было скалы такой плотной. Тут плотная, просто плотная камень. В скале где-то ущелье нашел, Ага, вон, ага. и все, и пошла вода. А там совсем по-другому. Там другой грунт, там получается глина с камушками такая вот это. Ну и это самое. Так, ну вот Там 7 метров. погружной насос, да, вот. Погружной насос, у меня в подполе получается. Так, стоит. ну и в связи с этим машинки не пользуетесь вы? Почему? У меня стоит в О. подполе гидробак. С гидробаков, ну тут перед гидробаком стоит клапан, простой клапан. Вот. 2 гидробака, 180 литров, потом получается идет в дом на этот, ну, на 2 умывальника руки помыть, ну 2 крана. Мгм. Вот под давлением уже вода идет.
Питьевую накачиваем сразу уже, получается, чтобы через резину, через там же резиновая груша. Вода хорошая? Насос уже постоянно работает, у вас давление постоянно поддерживает, Нет, да? не постоянно. Вы как точно немножко накачали есть, и да, все, да. да? Там Получается, если у обратный нас- клапан стоит. Если у нас постоянно, у нас знаешь, что получается? У нас вот этот метапол, который на улице, он может замерзнуть. Ага. Есть теплые, конечно, провода, Все, но я у нас, понял. у нас не потянет вот это вот. Он у вас сливается, да? Да, он сливается, все, он пустой. Всё, Надо я мы понял, накачали, понял. надо накачали. Как-то так. Ага, ага. Вот. Ну, это все идет на краны. Ну, вот сейчас, например, надо в баню накачать. Надо опять соединить шланги. В баню накачали, со шлангов слили. Ну и все, опять шланги пустые. Надо качать, включили, опять накачали там на печку, там, на стирку. Сейчас стираться хозяйка собирается. Сейчас надо вот воды накачать. Дети еще спят, пока не дает, вот вообще не, дает у вас это, не будем экрана. Кто-нибудь связь здесь подключал? Ни у кого нет? Так вот, дело в том, что связь-то здесь была. Вот самая эта проблема. А, у нас ну связь, когда она Володя есть. Нет, сказал, что во таксофон всех же был, деревнях да? Тут какой-то Была пункт. связь. Карточки помню, да? Это, Да-да-да. Это Путин, мы приезжали. Володя Путин, Да, который? да, да, во Ну, всех деревнях типа. Во всех деревнях, что была, да, карточку вставляешь, Я поговорил, отключ. Так была она связь. Так же был же классно, таксофон вот здесь Мы же от наверху. вас звонили, Да, помнишь? да. Да, да, да. Так вот Кто-то проблема в вообще- чем? Самое главное-то вот эта вот проблема-то. Нам связь нужна. Вот это вот сделать, чтобы связь. Тарелка висит. Это стоит, это. Да, а там, сколько получается, процентов? Ростелекомовская, или А чья она сейчас была? уже это все потеряно. Дело Ну, в- я вот на пасеке у себя сделал спутниковый интернет. Мгм. И, ну, связь стабильная, хорошая, вот такая прям, ну, беспроблемная, можно сказать. Сам подключил, настроил. Нет, ну конечно подключить-то можно, но надо где-то все это знать, где-то надо все искать. Мы не соображаем. Я вчера вот тоже был в теплом. Надо деньги положить через банкомат на карточку. Поехали мы искать человека, у кого есть карточку, кто знает. Да, да. Или на почту. Я когда на почту захожу, что-то Вот. письмо какое-то. Так тарелка-то осталась висеть. Ну, Тарелка да, висит. я Вот этот про преобразователь курсе. стоит. Аккумуляторы стоят. Аккумуляторы наши собственные. Панели солнечные наши собственные, чтобы выдавало, чтобы заряжало аккумулятор, чтобы. Это ерунда, вот надо снимать то, что мы построили. А я там сейчас подлечу, поснимаю. Ты смотри, что Даша там с костылем не выскочит. А, это детур вот я нарисовал. Он так идет, он там, конечно, петляет. А на И потом больших детур вот здесь вот где-то близко прям На проходит это, возле на этого. это. Малый. Сразу. И потом маленечко дальше, вот так вот он уходит. Там есть в одном месте, где-то в одном месте, получается, там есть какой-то подъезд к речке. А я на 75-ке ее тащил, не знаю, задуло, не задуло, прям по прямой. Что, снегу много, идет твердо. Я вот почему люди Не, ну мы это- думаем по Биджану, блин. Нет, закрыл. вот я говорю, туда. И куда Пацанчикова повел? Мне Болотов Ну, это вот не сын мой младший, Да, который да, складывал да, дрова. да, Он повел его на водопой. Ага. Вот сейчас пойдет коня попоет, приведет ему овса даст, сено даст. Мгм. Ну, управа идет, в общем. Это ежедневная его обязанность. да, Утро, такая? вечер обязательно. Какие еще обязанности есть у Там в детишек? любом случае связь. Ой, да, По хозяйству, как в деревне, да, в обычном? да полностью получается. Вот сейчас вот с утра встает, например. Сейчас вот я хотел трактор завести, например, подтянуть эти дровишки, он будет пилить. Мгм. Колоть уже будет, вот у меня помощник там, ну и старший кто-то. Работы, в общем, непочатый край. Мгм. Но тут 3 семьи, да, основные или? Почему 3 семьи основных? Тут как бы... 3 фамилии, скажи. Да, Он- тут вот три это да. фамилии. Тут 3 фамилии, да. Диевы, Поповы ну и Юрков. Ну, самое распространенное здесь Попов. Ну. Самая такая плодовитая семья. Георгий что-то пометал, Ну. пометал. и Ну, что-то детей у садил всех много. сразу. Ну, Ну, да, как бы. говорите, 13 детей, да, у кого-то? Я не знаю, сколько у Степана? 13? 13-й вот родился. 13? Ну вот 13, значит. Ну а один женатый уже, один живет в Биракане, работает где-то, старший самый, он не женатый, он работает. Костя. Костя, да. Там одна девчонка куда-то в гости уехала, одна... Ну, одна ты уже сватала еще. А вот так и не раньше сватала, было, ничего. что из продуктов нельзя со штрих-кодом что-то покупать вам. Стараемся до сих пор не покупать. Не то, что раньше, но до сих пор стараемся. Ну, в основном, как бы везете такое куда деваться? необходимое, там, ну, соль, да, такое. Ну почему? Соль, сахар, масло, мука, крупы. Ну, а сейчас не обойтись, да, без этого, чтобы Ну конечно, что. не было штрих-кода. Ну,
А почему вот именно к штрих-коду такое отношение? Типа, Ну, штрих-код это получается, он как бы, как сказать, это же 666 это дьявольское число? число, цифра это дьявольская. А, то есть вы, наверное, штрих-код смотрите, чтобы не было 666? Да нет, не то, что не было, просто он, штрих-код он идет везде сейчас, а там везде есть вот этот. Сейчас же все компьютеризация это. И нас уже носом подвели, нос к носу подвели, как говорится, да, к этому. Вот езжайте, знаешь, что еще? Ко всем этим карточкам, ко всем к этим. да, А уже да, к телефонам, все это. Я говорю, я выезжаю, у меня телефончик этот, маленький еще кирпичик, я даже просто, я даже... Да вот тоже такой же А, старовер. в машине. У него такой же Я телефон. даже не знаю, куда в нем-то кнопки нажать, не говоря уже про то. У него фонарик Нет, и сейчас все. те люди, которые в это уже в таком хорошем, Да. те тоже не знают. Как нажимать в маленьком, котором мы не знаем. да? Например, по Сибири везде, я знаю точно, 100% везде есть. Вот, я знаю. У меня, старообрядцев? получается, Да. Мгм. Там у меня родственников очень много, как бы, и Сибирь, она не маленькая. Был я там в Сибири, проехал всю Сибирь. И там во всех деревнях везде, вот сколько говорят, сколько с кем общаюсь, сколько везде все есть, кроме нас. Вон на доме, над серым, над коричневым забором, видишь, тарелка есть, вот там таксофон и был. Вот надо как-то это дело надо возобновить. Тарелка висит зазря. Красивый домик вот этот, да? Такой ладный. Тоже так же труба на трубе, да? Ну да. Тут забор красивый. Ага. Старая усадьба была, вот с полковником жили, тоже их родственники, вот дом остался старый. Вот старые дома, заброшенные. Поэтому дай бог, чтобы молодежь не построила, конечно. Конечно, дай бог. Так, вот, друзья, осталось все, что от таксофона. Тарелка спутниковая, солнечные панели на крыше. Все это как бы подключено, но связи нет. И вот Георгий рассказывает, что бывают такие экстренные случаи. Вот женщина рожала и не успевали доехать до роддома, и роды прям в дороге. Да и В не дороге. только. Ну и не дай бог. Аппендицит, то еще. Был, Да? был, например, у нас раненый, порезанный человек. Вот я его вез, отсюда позвонили, его на середине дороги встретили и спасли жизнь. Ну Так. да, вот за счет За счет связи. За счет тогда связь была. А вот так сейчас бы связи мы- нет. А вдруг такое еще раз случится? Нужна связь? А остальное это весь механизм-то рабочий, там он стоит. Тарелка, вон стоит, панели солнечные есть. То есть как. А сколько уже времени нет связи? Года 3, да? Больше. 4. 5 уже. 5? наверное. Лет 5, наверное. Ну и 4, вот 5. Все, тем не менее, люди это все никуда не растащили, ничего, все это на месте, просто пропала связь, нету связи. Все Отключили сохранено. нас. Все ждем, когда вдруг может кто-то что-то. Ну да, я помню, к вам кто-то приезжал, Ну. лет 5 назад. А рыбразвод вообще пользуется связью? Их оставляли? А рыбзавод же вроде все это самое, Отключили тоже, да? не, его же полностью закрыли. Ну как бы да, а связь у них... была у них. А, их была им связь? оставляли ее. Если А. бы их номер, может, на нас это и все. Ага. В общем, внутри-то весь Может, механизм такой там вариант в доме. сделать. Если посмотреть, ну, Ага. Ага. Я сейчас прихожу. Сразу мотоцикл его здесь. Видишь, что ящик уронил? О, а тут еще и топлено. Вот он, ящик. Нифига себе. Я тоже офигел. Ну, как бы- А зачем тут топите тогда? А я решил мотоцикл поремонтировать. А, вон в чем дело. В общем, дело в том, что вот этот вот механизм весь, он стоит. Правда, он уже весь запылился. Ага. Вот, он весь запылился. Тут все рабочий. От солнечных панелей все идет. А от тарелки это показывает. Называется вот эта матка, или как ее называют? там? Материнская плата. Да, плата вот эта вот. Она рабочая, все рабочее. Но отключили где-то какой-то один спутник, отключили от нас. И мы не можем позвонить. Так Может быть, это еще когда санкции начались и отключили, много какую спутниковую связь отключили. Да. Вот Турая осталась, Я говорю, допустим, спутниковая. подключили бы нам ее, нам бы выше крыши хватило. бы. Мгм. Потому что во всех деревнях все это работает. Вы знаете, по Сибири. есть выход, наверное, с этой ситуации. Вот я говорю, Скорее всего, из-за санкций, может быть, отключили какие-то спутники, да, Ну. это вероятнее всего.
Потому что многие ребята, у кого были спутники, Иридиум, там вот эти все, они сейчас остались просто не у дел. Вот, У них... вот он таксофон, кстати, с чего звонили-то. Мгм. Вот он. Так звонили, здесь по карточке. Здесь А на улице Нам сказали, Это уже лево. подсоедините, А, да? возьмите там оттуда. Им с улицы звонили, и простой телефон подцепляли. Мгм. По радио я сам В экстренных слышал. случаях. По радио я сам слышал, что вот эти вот, они перевели их на бесплатное. Раньше карточки были, потом карточки не стали выпускать. Перевели на бесплатное. Я, когда они приезжали ремонтировать, говорю, слышал, что на бесплатное. Говорит, да, так оно и есть, сейчас бесплатно. Ну и сколько-то, мы года два, наверное, бесплатно. Год-то точно бесплатно. А мы заценили. бы платно пусть будет. Да пусть бы платно, но лишь бы было. Лишь бы была связь. Ну вот. Нет, конечно, в таком отдаленном месте обязательно вроде бы связь. Особенно летом. Да, в цивилизованном мире, ну, вроде Ну бы, да, это да. должно быть. Ну да, зима общем, еще дом- спасает хоть дорога, да? Ну, Дом Час, тут такой да. топится, все. Ну, тепло, и мы еще и зашли с Ладом, удивились, что тепло. Оказывается, Верки Ну, всё, отапливается. мотоцикл ремонтировал. Печка работает. Что с рыбалки? Овет. Да я не рыбачу. Да ты че? Друзья, может быть, кто-то нас смотрит с людей, которые могут повлиять на ситуацию, ну, госслужащие там. Может быть, забыли немного про людей, как-то выпали они с обоймы, но они здесь живут, они живы. Ничего особенного не просят, своим трудом зарабатывают, кормят свои семьи. Да еще какие семьи, по 13 человек, ё-моё, 13 детей. Просто представьте себе такое. Ну, может быть, можно как-то повлиять-то на ситуацию. Они просят просто связь, ну, экстренную связь с большой землей. Обратите, пожалуйста, внимание на... Блин, я вот сейчас говорю, у меня у самого просто, блин, ком в горле. Вот так, не дай бог, я просто представил, да, что-то с ребенком, ну, да хоть с кем, ё-моё. Это... Они сильные духом, волевые люди. Решат абсолютно любую проблему, но иногда им нужна наша помощь. Просто скорая медицинская помощь. Им нужна связь. Ты вот там А ну, дома вдруг строится. вот, массив-то добрый. Серьезный, да. Это они- вот это серьезно. Чё такое? Ой, бля. А? Они еще не видели серьезного дома, да, который на Перекрестке стоит у Виная, который мы отгрохали за 5 лет. 5 лет строили дом. 5 лет. Ну, Вы там такой проезжали сад был сейчас его, да? сделан. Да, да. Ну. Большой лет. дом? Он стремится всего. Все новье там стоит, прям новое все. Ага. Вот сейчас амбар достроили второй. Но он со сруба, ну, в смысле, с кругляка или с бруса Нет, тоже? С бруса, бруса? пилорама. Здесь же пилорамы. А, Все же купили Хонды. Не Хонды, у всех все эти пилорамы. Сугонили. ленточные? Да. Ага. Ага. У каждого своя. Ничего себе, у каждого своя. Да. Ну, у нас, допустим, своя. В любое время пришел там, бревно пнул, покатилось, запилил. Фамилии. 75-очка, помню, спасала она нас. Застревали мы очень сильно. Приезжали они нам на выручку. В любое время дня и ночи. Они не отказывают людям, когда приходят за помощью. Сразу расспрашивают, как, при каких обстоятельствах, что, ну, что с собой брать, бочки там, какие троса, сколько троса брать, чтоб 10 раз не ездить туда-назад. Ну, машина, если в лед провалилась, ее тянут через бочку. Ну, чтоб поднимала машину. А иначе она в берег воткнется. О! Тут нас Георгий угостить предложил. Даже некогда тут прибраться. О, как тут тепло. А тут что тут топится? Это котел отопления. А, вот у них вот здесь. В смысле, электрический, что ли? На дровах, вот. Я такой... Это вот здесь котельная получается, да, на весь дом? Можно открыть дверь. Все, открывай, Ге.
Ух ты, там как хорошо все. Как у нас в этом. Как в У нас в будке такая же печка. Так, а тут что у нас? Тут беседа, наверное, не видно будет. Ну вот вино. Так, это вино на чем? На Я фрукт. как-то помню, мы проезжали мимо, На фруктах. малиновкой нас его угощали. А тут и малина, тут много фруктов. И сливы, и груши. Ага. Тут, в общем, весь вот это вот как свадьбу делали. Сына женили. Вот сейчас я наберу аккуратненько. Нам как-то Сергей Саныч рассказывал, ну, знаешь же Козлова, вот с Владом, который постоянно. А, ну он Саныч, да? Саныч, да, маленький такой. Ну-ну. Матершинник наш. Ну матершинник это я знаю. А это, он говорит, с кем-то из вас залез в погреб, и фляги стояли, говорит, С Яковом залазил. с Яковом, и фляги, говорит, стояли такие тестом заделанные, а у него дар речи аж потерялся, он увидел, сколько там хорошей жидкости. Ему говорят, какую открывать будем, Серега? И он как давай эти фляги взрывать, они его еле оттуда утащили. Он во вкус вошел. Георгий, а как вы спасаетесь Вот здесь это? картошка вот здесь вот хранится. Вот Ага. вот картошка, все. Сразу вовремя не доделал, не залил стены, полы фундаментом. Цемент до сих пор вот лежит у меня пачка. Ага. Георгий, Там солонина. ну а так вот тепло всю зиму 40 градусов. О, точно, блин, соленья не показал банки. Чтобы не это. А тут не будет, Влад. От грибка? Смотри, вон тоже. От грибка? Да. А здесь не будет никогда его. Ну смотри, все равно они Проветривается. видишь? А вот это, знаешь что, вот это? Вот, смотри. Я не мог свежего сразу набрать столько леса. Я их натаскал, еще был не женатый. Я натаскал. Они у меня лежали. Лежали. Дело в том, что смотри, я это бревно тесанул, вот. Обзор сгнил. да. А бревно-то ядреное. Вот Да такая- не, оно крепкое, Вать. Да, ты что, да. Оно крепкое. И вот сейчас оно не сыреет, ничего. Ничего, сухо. Вообще ничего. Сухо У меня здесь, получается, я сейчас объясню маленько. Сейчас поставлю. У меня получается отопление идет, подача, вот она, сразу подача идет в дом, а обратка вот она тут же идет. Ну, Обратка. Она у меня это круг обратка, делает, да? обратка идет, она у меня на два крыла получается идет. На два Блин, у меня крыла. даже в голове не укладывается, что тут такое, ну, котел стоит, а не печь, просто, знаешь, как... На кухне у нас печка, чтобы хлеб печь. Ага. Короче, идет на два крыла, и там возвращается, идет по подполью в обратку. Она идет труба вот здесь за доской. Вот здесь вот за доской, чтобы не было такого тепла сюда. Я примерно могу показать. Тут жарко, Вот да. единственное место, что вот ее видно, вон труба. Вон она Ну за доской. все, понял. Там основание на 25, а там за доской я отгородил. Я, получается, в бревнах. Чтобы тепло не шло сюда. в Чтобы подполье. тепло, чтобы картошка сильно не росла. А вообще у меня в планах отгородить, вот здесь вот надо было по обрусу вот так, то есть по основанию, отгородить стенку сделать. Но так как я не залил еще вот эти стены, хочу залить стены, чтобы было, ну как бы все красиво, культурно. Хочу все позахламили, тогда, чтобы заливать, надо все это отсюда выкинуть. Но тем не менее у нас такая порода, здесь такая порода. Вот сколько я живу уже, Не, ну смотрю, как, И это, она ни как разу- с опилками, да, она? она не осыпалась, а просто глина с камнем. Ну, А ниже скала, вот такой скальник. Вот это вот долбили, тут скальника долбили еще, наверное, востока. Вот как вот печка стоит, котел. То все надо тоже под ним подливать. Все это надо это. когда закончится пост. Постовые. Дело в том, что это. Почему стеклянную дверь сделал широкую? Дрова отсюда подаем. Ну, это можно даже, например, улья заносить, там пасеку, ну, если будешь держать это пасеку, можно туда улья заносить. Я зашел, дверь закрыл, холод уже не идет туда зимой, 40-градусные морозы. Когда я ухожу, я еще вторую закрываю. Ну и все, и вообще красота. Георгий, скажи, а вот по сколько пчелосемей в среднем у вас? У каждого? Да, да. Ой, у всех по-разному. Например, что, Витек, тебе тоже? Давай мне тоже. И он вешает. И убежишь, да, уже отсюда? А я-то чего убегу? Так, ну вот у тебя, ну у вас, ну по-любому уже около сотни, да, пчелосемей у всех, наверное. Давайте мы Ой, у всех по-разному. Вот у Степана, у за которого встречу, за знакомство. 13, да, детей получается, Лех, у него? А? 13 у него, да, у Степана? Ну вот 13 родил. Да. Ну, 13. У него получается, От одной
От одной жены? Да. Вадя такой, двоих, говорит, еле поднял. Столько вы сделаете, городите, я вообще... Я не понимаю, что еще больше будет. В общем, Ему это самое. сколько? 40 У копеек? него получается у Степана, Он на наверное, 3 года дома, старше наверное, под меня. сотню пчелосемей. Я не знаю даже сколько. У него 41 Грубо говоря, будет. под сотню. Да, Дома он на 3 пчелосемей. года Ага. старше меня, 44. Потом здесь вот 44 пасека в года. лесу, на 44 Ольховом, здесь года, километров, а у него наверное, 13. И, 6, и что там, 6-7. амшанник, что ли, у У него? него там, наверное, сотня или больше. Да, там стационар, пасека. Ну и дома также амшанник. Амшанник в земле, да? Ну, земляночка такая, врытый. Нет, Не, просто не, поверх. почему? Ну, Просто как как старые дома, раньше на дома, пасеках всё. делали, маленечко вот так вот, как вот здесь вот заваленка есть, вот. Вкусненько. Вот так вот примерно. Нормально, вино. Так, Блин, смотри, светленький. Да? И вино, это самое. Ну, И еще получается вот ниже Болотовской, на Егорихе там. И там А, 240 семей. Там Я еще, помню. у него там... 240. В то время. Сейчас Да, я короче, закусочки знаешь, принесу какая маленькие. штука? Проще на Давайте где-то... свежий хлеб. Так, а рыба это получается с другого вашего, да? Ну, Это поселения. Да, либо с Анюя, это ловлено на Анюе, либо на Ангуне, речка Ангунь. Хлеб вот в печи вчерашний. Рыбка копченая вот тоже. Осенью коптил, зиму вот пролежала. Берите, мужики, закусывайте. Винцо, друзья, прям прекрасно. Я не знаю, мне кажется, в магазине такого никогда не найдешь. Если только у Германа Стерлигова или Стерлингова, как его? А что не выпиваете? Да я пробую. А что вы пробуете? Его пить надо? Не, Вот серьезно? Сергей Саныч бы сейчас тут был. Вот на устях. Ему не надо было бы такие вопросы задавать. Предлагать, да? Да. А то, что вы туда пойдете, Выдерживайте. Красное вино. 40 километров. Выдерживайте. Да, выдерживайте по стаканчику. Какой А что, Влад, куда пошел? Вспомнил я нот своего друга, он вспоминает вот часто. Говорит, старовером заедешь, нальют они там или Да, малиновки, вообще или нормально медовухи. для Говорит, деревни ну выдерживайте, ребята, выдерживайте, не стойте, не стойте. Что-то забыл, как звать-то. Андрей. Андрей, выдерживай. Да, Георгий. Стаканчик сразу. Хлоп. Наша деревня есть наша деревня. На ход ноги. Много. На ход ноги. Не, Это стаканчик получается вот эти стаканы только под нас, да? да. Ну, Ну, они- они с них пить уже не будут. ну, Нет, ну это специально, как бы. специальные для приезжих. А откуда это вот пошло, вот что, ну вот после нас, после мирских, ну нельзя, ну разная посуда у нас должна быть. Ой, Еще был такой. это еще, наверное, после Никона или когда там... Я вот читал эту этот книгу начался. про Никона, это вот с него же началось Да. движение Никон-то старобрядцев. щепоть ее Да, молится. ну. Ну, а у нас-то крест двухперстный, 2 перста, 2 пальца. Крест двухперстный. А у него 3 перста. 3 перста. Всё, значит, Блин, она вкусная, но она крепкая, чувствуется крепость. чувствуется, ну. Закусывайте, мужики. Андрюха, ты в рыбе шаришь? Так а чё что это? не выдерживаете? Ага! А что, по стаканчику? Ты чё? Нам ехать. Но у нас хорошо водитель вон еще там отсыпается, лежит. А кто там еще? А Руслан, друг наш. Руслан. Молодой? Мгм. А я, может, знаю даже его, нет? Да, ну, скорее всего, А, знаю. не, это не которые со Мои мной года. были. А, ты про Нурисламова, наверное, про рыбака, про нет? рыбака имеешь в виду? Я не помню. Помню имя Руслан. Ну, это рыбаки, это не рыбаки. Они улетели на соревнования по рыбной ловле. Сейчас они в данный момент Ну, там находятся собирается саммит, ну, это, я на слышал Байкале. по телевизору, это, ну, Чемпионат России там по рыбной ловле происходит. Вот Вот они я уже проводятся. думаю, Георгий, может мне тоже то сгонять? Что-то мне сейчас да? жена говорит, в интернете появлюсь, да? Ну, потом да. Зачем? Может, не надо? Да не, Нет, ничего там страшного. чё. добрые фильмы, Конечно, ничего да нет, это, ни ну, политики, там все ничего. хорошее. Своего? Георгий идет показать, где свадьба гуляла, староверческая. Ну, или у староверов, не знаю, как правильно выразиться. Так сказать, экскурсия по деревне. Вот молодой семье какую избу огромную соорудили. Ох, нифига, это даже не 15-й брус, слушай.
Лафет. Ну да, это лафет, ну, 30-очка. 25-й? Я думал, 30-очка, ну. Вот эндурики, 250-ки. Вот это хоромы, блин. Так, переезжаем. Все. Короче, это. Если смотрите, здесь уже мастерская стала. Видишь, у меня сын улики делает. Ульев наделал, видишь? Шарики еще не сдулись. Шарики, Ага. да. Можно продолжать. Вон там икона стоит, тут заходили, молились. Там молодые сидели, столы стояли. Запах Там тоже такой шарики деревом были. идет. Ну, запах кедры, может, да уже краски. Ну, видишь, покрасил улики. Вот. Все, топили вот эту печку. Тут печку. Здесь была свадьба, там Вот готовили. улья, друзья. Там хозяйки готовили. Лёль, вот здесь поинтереснее для тебя. Да? Да, здесь была готовка. Здесь тоже газуля было. Смотрите, какие просторы, друзья. Какие избы большие. Огромные просто. Представляете, вот кто, вот как я, вот квартиры с маленькой, вот А сейчас приходит. Спасик позавчера ездил на пасеку, рамки привез. Конечно, надо вот вырезать, приготовить. можно тут разгуляться. Ну, вот вощинку и на стройку. Здесь полки были, газульки стояли, столы стояли, готовили. Георгий, а хозяйки. что, такие рамочки не перетапливаете? Вот сейчас будем выламывать, их полностью выломаем, вот сюда вырезаем, выламываем, Ага. очищаем. Вот они, видишь, такие вот, ну, Все, и как потом черные. перетопочку. Они да? остаются вот такие вот с проволочкой. Всё, а это вощиночка, да? Сюда вощинку ставим, все, и на стройку весной снова. Проволока остается старая. Ну, как бы, постараемся сохранить. А что Попробуй, наживает, что? попробуй купи ее тоже, она же тоже. А потом стоит. натяни еще. Надо купить, натянуть, проволочить все это. Но это тоже время. И стараются сохранять, дети все делают. Ребятишки у меня все стараются. А, это то есть детей тоже обязанность, да, вот это всё? Потому что это с ихней пасеки. Две пасеки же у нас. У меня тут с Перевала А, то есть моя какая-то пасека прям детей? Да, а там дальше уже детей Чтобы у пасеки. них азарт был, да? Да, чтобы у них А, интерес ничего был. себе. То есть они с малых лет уже у них своя, то есть пасека. Да. Но ты все равно это, ну, как приходишь, да, Ну да, естественно, смотреть, естественно. показать, Я сажусь- сказать, здесь такая-то Да, я сажусь ошибочка. вот на эту технику, мы едем все вместе. Мы едем сначала проходим одну пасеку, там ночуем, например, и едем потом в обратку. В обратку едем, уже туда ходим пасеку, и, ну или тут начинаем, потом едем туда ночуем, ту проходим, здесь доходим и домой. Здесь нет у нас этого, ну такой избушки. где А у ночевать. детей мотивация какая? Просто родителям помочь или у них какие-то... У них свои интересы, у них получается надо им свое что-то купить. Например, вот сейчас вот стоит мотоцикл там или уже нету, не стоит сейчас? Стоит. Ну вот Стоит, эндурик да, стоит да, да. 250, Вот они когда заработали, там? но это они заработали чисто на шишках. Собирали шишки, сдавали. А у младшего самого, который сейчас бегал, там воду качал в баню на стирку, например. Ну, у который на водопой. Да, вот у него мотоцикл там стоит другой. Я- Тоже ну, китайский, да, новый, да, все это с здоровый коробки. парень, Вот. А вот этот уже еще старший, который. А еще старше есть, где-то он прячется, не показывается на видеокамеру. А самый старший, он женатый, где-то на работе. Но он в ночь работает на Брусите. Вот он вчера был с ночи, и сегодня он с ночи должен прийти. Он живет в Горокане. И вот и здесь было так все удобно, как бы. Здесь баллоны стояли, столик стоял, здесь посередине стояли столы, там, получается, тоже столик стоял, там стол, тут газульки стояли, на столе газульки, вот это газулька. Получается, стояла. отапливалась изба вот только с железной печью, да? Не вот вот одна? это только вот это этой печью отапливалось. Только вот это И помещение. то было жарко, открывали еще вот эту вот палочку, открывали, Ага. потому что жарко, вот Речку, вверх ага. палочку, да, открывали. Ну что, пар, все варится, все это Я здесь. смотрю, осина, да? Осина, да, полностью осина. Ну, две бочки. А, вот она. Бочка и бочка. Получается, она двойной эффект дает. Обмен. Да, двойной эффект дает. А когда начали строить, то вот этого не полов, Теплообменник идет, ага. А вот, допустим, ну, И в подполье еще одна почистить его. печка стояла, чтобы растаять тот снег, чтобы было тепло. Мы растаяли тот снег, все, и потом во время свадьбы мы уже ту не топили, потому что здесь будет так жарко. Народу много, все накирогазятся, ну и как бы и тепло идет от каждого Это же человека. праздник вот. Ну да, праздник, большой праздник был. Здесь место, здесь все столы, вот 3 стола было во всю длину, вот во всю длину 3 стола, еще поперек там молодые. Ну а сидели. свадьбы проходят вот как? Так же горько кричат, есть такое? Кричат.
Есть? А как же? Ну так же веселье, что народ так же веселится. Не, ну просто может быть как-то культура Столько же отличается. выпивают, как и мы, да? Да может и больше. Смотря чего выпить. Выдерживают. Вадя. Вадя выдерживает, не выпивает. Выдерживаем, выдерживаем. Послабже, ты, конечно, можешь пить и пить и пить. А можно, говорит, поменьше, но почаще, да? А это у меня сын вот улитары понаделал. Осталось только донышки сделать. Ну вот сюда вот, донышки сделать. А, съемное дно, да? Ну, съемное И дно. сеточка будет, да, еще? Нет, ну литок, вот он литок. Вот Не, литок, а вот. сетка будет? Ну, Снизу? снизу, да, А не сетка. делаем. Не делаете? А частично гниет, потому что... А вот цельные ульи, вот. Ого, все, пчела прилетела. Вот цельный улей, вот этот. Вот он уже с корпусом, со вторым. Вот с донышком. Вот цельный улей. Смотри, ну. Прикрасилось, прилипло. Ну да, на краске прилипло, ага. Прилипло С дно. намесочкой бы сейчас раз, Сейчас я все. покажу. Вот, ребята. Ну, само собой, конечно, не покупать. Это он Не, делает с листвяка не делают. Ты Не, чё? почему? Вот это делает. Вот А, донышко, оно подкрышник прилипло. этот? Вот отъемное дно. Ага. Вот. И все. Вот дно, никакой сеточки, литок и литок. И корпус. Все, вот. Поэтому он сейчас вот делает себе туда на тур. Блин, а я думал внутри вообще. Третий корпус не подгоняете? Третий уже не подгоняем. Третий они там стоят, получается, корпуса буквально во время медосбора там. На липе. Месяц, полтора месяца, все. Вот вторые. И вот сейчас вот что на донышки сделать еще ему. Тоже все некогда. Сейчас он со мной, а вот это он делает донышки. Сейчас с листвяка, почему? Оболочку сделал. Чтобы она меньше гнила. Это будет оболочка. Нижняя, да? Да, это он перевернул корпус вверх ногами. Он будет вот Я так. понял. Он будет вот так. Сюда вложит доску, донышко будет. Также пропилит литочек и все. Вот они, 3 сына, 3 помощника. Пчеловодство, вот то, что вы, пчеловедение, да, допустим, вы изучаете какую-то современную литературу или Если- придерживаетесь каких-то своих? Если у меня, например, дедушка, прадедушка, дедушка и отец, они этим всем занимались, как говорится, с детства, они все это знали, все это.
Я с 3 лет. Меня начали таскать на пасеку с 3 лет. Вот 8 километров пасека туда, вот на Малый Дитур. Мне было 3 года. Ну что, я сначала просто с ними ходил. Потом, чем старше, тем больше. Вот садись на проволачивай рамочки. Проволокой натягивай, в общем. Вот не проволочишь, не поедешь домой. Что, я сейчас поеду домой? Отец меня, я поеду домой, ты стоишь на пасеке. А куда деваться? Надо напроволочить. Значит, потому что оно надо, он не успевает. Пчел много, численность пчелосемей там много получается, рамок нужно много. Если в одном улье, например, находится 12 рамок, корпус еще 12, это уже 24. А если еще третий корпус, это сколько рамок надо? Не, просто это, вот смотри, вот этот вопрос Лешка тоже задает. По пчелам, может, чем-то обрабатываете, нет? Ну, маленечко, мы с пчеловодами вообще-то общаемся. Ну, как-то где-то встретишься. Ну, уже с От клеща обрабатываете? да? Не обрабатываем от клеща, не только с бироканскими общаемся и с бироканскими, где связь, где что и есть, биробиджанскими, например. Ну, сейчас-то уже, да, конечно, на связь выйдешь там. Кто-то со связью, конкретно, вот, например, есть Петр Безматерный в Биробиджане. Да, У него знаем есть, такого. У него есть Знаем. какая-то своя, это как сказать, называется, в телефоне, это как она Ну, у него WhatsApp-группа. WhatsApp-группа, да, Видишь, я даже не знаю, как она называется. И, в общем, у него есть своя WhatsApp-группа, и он уже, кто пчеловоды, например, на всех связи. собирает, Да. И ты можешь уже оттуда, с этой группы, уже все вот это, что-то узнать, что-то уточнить. Ну, вот как-то так, через людей, через это. Ну, что-то как было по старинке, мы так и делали. И все на него... На восток, да. Всегда на востоке, да. Тут, получается, еще стояли, которыми мы иконами благословляли, это, молодых. Тут стояли еще 2 иконы. Но так как они живут в Бирокане уже, мы их увезли им туда. Да, но то, что невесты, икона, которая невесту благословляли, да, и которая икона благословляли жениха, вот мы благословляли сына своего, уже те увезли, это осталось пока. Ну, пока здесь. Ну, люди не уходят, все же кожаное, кадило, кадится же все это, освещается. Ну, как это все по-христиански. Здесь еще... нет, да, левый, правый угол. А вообще разницы нету, если в помещении разницы нету левый, правый угол. Если бы было бы удобно туда, можно было бы туда. Вот у меня, например, в кухню заходишь, например, в наш дом, в кухню заходишь, дверь отсюда, у меня иконы на юг стоят, например. А в доме, в зале тоже на юг стоят иконы, а в комнатах везде на восток стоят иконы. Ну, как бы. Но вообще разницы нету куда, если икона есть. А если иконы нету, молишься на да, восток. нету такого, чтобы какое-то, конкретика. Да, такого нету. Полы тоже вот полностью все осиновые. Ну их, конечно, поведет, надо стелить будет фанеру, если... Почему осина? Почему осина? А нету другого материала. Ну... А так как пилили осину, вот, я имею в виду... Вот эта осина пилена зимой. Вот эта вся осина, вот сейчас пилена зимой. Вот полностью. А доски куда девать? Георгий, еще вот вопрос. Межвенцовый утеплитель, я смотрю, это чисто мох. Мох? Мох. Угу. Самый лучший материал это мох. И местами где-то пропенено. Нет, пропененное Нет, это... пакля же хороший материал. Нет, пакля она Нет, влагу джут. держит. Пакля в себе влагу собирает, держит, да. Осина, она и так сама по себе. Вот видишь, уже какие-то червячки там какие-то жили. Осина, когда-то. она сама по себе антисептик. Она, под крышей она особо не гниет. Но. И гвоздь потом тяжело туда забить. Ее осину, во-первых, надо было просушить, а потом строить. Вот это было бы очень хорошо. В дереве, если. В стволе просушить? Нет, в брусе даже можно просушить. Прям брусом. Тяжело, мне кажется, да? Тяжело сушить ее, тяжело. Но ее как-то люди сушат, умеют. И вообще было бы очень хорошо, если просушить ее. Ну ее, если длинный материал, ее винтом вот так ведет. Ну. Вот. Или сырого строить, чтобы устоялось. Угу. Вот это была фотозона. Вот здесь тоже были такие же. Нет, ее оборвали. Я вообще офигел, когда такое услышал от старовера. Фотозона. Фотозона. Нифига. Вот жених с невестой встают. Фотозона. Тут молодежь, у нас фотки-то есть, как бы, есть фотки. Вот здесь также были, вот так же были. На фотозону. Ты со мной! Что могли, то сделали.
Да, серьезно. офигенно как бы. Нет, Мне вообще там были нравится. поверх шарики были. Тут вот эти вот лампочки моргали. Нравится, знаешь? нам по 50 нравится. Я вот что, я не думал, что услышу. В деревне старообрядцев, вот здесь фотозона, пожалуйста. Вот это моргало еще, все светилось. Вон там тоже были шарики, по стенам шарики. Это половина, здесь уже половина вообще ничего нет. Там у молодых было, там были шторы для них такая, ну тоже это как где молодые. Я говорю, фотки есть вообще-то, могу скинуть. У тебя номер тот же, да? Да? Только тебе не скинешь. У тебя же печенька, ты говоришь. Нет, у меня такой есть, я есть? в нем шарики налью. Вон Влад-то вообще, у него и нету. У меня у жены-то есть. Он говорит Сергею Санычу, он говорит, если ты пить бросишь, я тебе iPhone 15 куплю сразу. И на Кубу с тобой поедем. Саныч такой посидел, подумал. Да она мне не нужна Куба это. Ну что получается, строили быстрее, надо срочно женить, ну получается только в мясоед же женить, постом же не будешь женить. Быстренько построили вот это все с рук, десятянку кинули, балки положили, сверху досками закидали, постелили на доски целлофан, засыпали опилками, сверху еще застелили байнеры, не байнеры, с синьками всякими, сверху вот сейчас туда, чтобы опилки не раздувало хотя бы. Снизу подшили белянкой вот этой, вроде все симпатично, но как бы фотки все делали туда, в ту сторону. Ну, молодежь, не молодежь, все отсюда делали, но пришлось фотозону сделать здесь уже. Ну, что там здесь? Так, я у Георгия сейчас поинтересовался, какие блюда на свадьбе. Вот после венчания. Ну, пироги рыбные, получается, тесто, ну, в тесто завернутая рыба. Вот. К пирогам идет, чтобы все равно как бы маленько что-то жидкого надо. Окрошка идет. Окрошка идет состав: квас, огурцы, капуста там квашеная, ну и лучок там покрошенный. Ну, то есть не как наша окрошка мирская, там никакой колбасы нету. Нет, ну колбасы. Ну, колбасу свою, если кто-то делает, это уже потом на свадьбу ее ставят как на закуску. Ну, духовный обед проходит примерно, часа полтора проходит духовный обед. Потом молодые идут отдохнуть, пригласить всю деревню, например, да? То есть они обход делают по деревне? Ну да, проедут или обойдут. Ну, деревня маленькая, что. Похвастаются, да? Нет, они пройдут, да, ко всем пригласят, официально получается. Как. Не, просто я сейчас после фотозоны я вообще ничему не удивлюсь. Они, может, WhatsApp-группа у вас тут какая есть, отправились. Так, ну у Да нас нет, фотозона стрелкуемся как там бы, в 9 память-то утра. нужна все равно. Всю жизнь все фотались. У меня и дедушка с бабушкой, и портреты есть, и дядьки там есть, и Якова, он с дядей Яша-то, с тетей Феней тоже есть портреты. Ну и в общем, а на свадьбу потом идет, ну что, салат оливье, как у всех, потом еще какие-то салаты там, селедка под шубой. Ну, в общем, Да все как у всех, как у людей. Ну и там еще какие-то салаты свои придумывают. Кто-то свою колбасу делает, там, кто-то Ну, рыбу а копченую венчание, порежет. оно происходит как в церкви? Ну да. Ну, у нас называется А у вас получается, ну у вас как... Моленный дом, да и все. Нет, а у вас как глава церкви кто? Ну, у нас есть тут человек. А как Ну, он они кто старший, тот- называется он как? Не Ну, знаю, не они- по имя, фамилия, а вообще у него, он как? Вот- Настоятель? Настоятель и А, всё. настоятель? Ага. Ага. Это самое. Настоятель. Ну, кто по старшинству идет. И да также всё. кольца, да, все. Также венчание. Кольцами обмениваются и говорят там Мгм. слова. Я вот не помню уже какие. Там. А спосягаю тебя в жену себе. Обменялись. А спосягаю тебя в мужа моего. Потом, а спосягаю тебя в жену себе. А спосягаю, это что значит? Беру? Посягаю, ну беру, да. Мгм. В жену себе. Там, а спосягаю, мужа моего и одевает уже кольцо. Она ему, он ей. И все. После этого поцеловались. Все, Согласен, да? согласие, да. Поблагодарили родителей. Потом пошли к кресту, крест поцеловали. Это получается, как у нас вот в армии присяга идет. А тут перед крестом. То, что все вкупе одно. Ну, одно целое все. Чтоб ни муж от жены, ни жена от мужа. Это как ты в армии. Ты... Ну и, Ну, соответственно, девушки все целомудренные, да? Они, Ну да. Да. ну да. Ну а как? Ну у нас так с детства все воспитаны. Ну как бы. Оно в христианстве таки должно быть. Ну а сейчас потому что все иначе. это теряется. Сейчас. И вот поэтому вот вопрос кто-то из вас задавал, что как там, ну что.
Ну, там поехал, например. Как там знать кого, чего, кто там где. Ну и вот и получается, что у нас в христианстве-то вот этого нету сильно такого. И все там... Ну, я свою брал в 16 лет. Ну, что в 16 лет куда-то она побежит, там что-то, как грубо говоря. Дружить-то дружит, конечно, там что-то с кем-то общается, с кем-то что-то. А сейчас видишь, что молодежь, сейчас все проще стало, все телефоны, у всех, каждый, всех эти, все понимают в них. Я там их, мне он не нужен. Ну, у меня он есть, как бы, я могу что-то там поискать, там, это, ну, там, то, что мне нужно там. Например, я сейчас в Хабаровске, я его вообще не знаю. Я включил навигатор и адрес задал. Я поехал Ну, и купил. вот ты вот как сам, ты против того, чтобы вот эти вот технологии в жизнь вашу как-то попадали, или ничего с этим поделать нельзя? Для меня, например, типа навигатора и чего-то еще. Ну чего еще? Что еще? Оно мне больше типа навигатора, и позвонить мне больше ничего не надо. Вот мне большой телефон вот этот нужен, только что как навигатор. Ну или какую-то запчасть заказать, как сейчас начинается вот это все, через WhatsApp, через что там, как он называется? Google, Яндекс. Яндекс или еще. Дромы и форпосты, ну, запчасти. Или да, или Яндекс вот это, или как там еще. Вот, либо через что-то запчасть какую-то найти, поискать. Да. Либо навигатор. Прикинь, через 5 лет приедем, тут офис Озон открыли. Изба топится, все такое. Подходите, там QR-код, там раз, там забрал. Это, конечно, там свечи. побольше головников, у всех больше возможностей, и все, ну, Нет, а вообще... преодолевают это все быстрее. Вот детям Больше надо, да? купили новый мотоцикл. Понял. Понял, У меня так, понял, у меня так и будет. Сделаешь меньше, пожалеешь. Понял. Я тебе молодец, хорошо, что посоветовал. Блин, за это Понял, ее тянет понял, туда. И вот это все строили зимой, на снег кидали. Вот эти все срочно трапы, срочно, туалет на скорую руку. Его вообще тут не было туалета. Ну как бы, все для свадьбы. Ну вот как-то так. Все по-деревенски. Ну, красиво. Можете сходить. Шифер, правда, маленько съехал уже почему-то. А может подтаивает он. Раньше здесь была старая усадьба, Хилины еще жили. Вот это вот, у них вот этот был амшанник, здесь это хранилище было. Там вот кухня, там вот старый дом, где я говорил, вот старый дом, вон тот, где мы были. Он уже совсем в землю. А чё у меня такая же на Вообще, пачке такая же, медогонка? А все уже, только под снос. Здесь вот шашлыки жарили, эти стейки. Стейки были очень вкусные, да, Анин брат, два брата жарили, и мой, получается, свояк. Вот они троем тут жарили. В одном нажигали угли, и так чик-чик, и всю свадьбу. Вот попасть, как говорит Влад, вот бы нам на свадьбу на эту, говорит, попасть. Они не испортились, они мне пойдут в дело. Вот железо мужики привезли, крышу крыть Да, семье. да, да. У меня два лежат там, два вот они газоновские, а вот эти два ураловские. Ураловские. А ураловские с сторонами. Все с осины, друзья. Ну ничего, что горели, когда уже пойдут. Видишь, какой беспорядок. Тоже какой порядок. Корма. Вот еще одного сына мотоцикл. Тоже все надо использовать. Вот они на мотоциклах на пасеку ездят. На свою, получается. Ну пока он сейчас лежит нормально. В Цемент. целлофане нормально. Как в целлофане. Это что, помол? А это собака мелем варить. Курам мешанку делаем, ага. Прям пыль. Ну, размол. Нормально. Куры что, зимой несутся? Мало несутся. Короче, Очень без мало. работы вы не сидите. Вообще не хватает времени. Вообще. Так ты на руки на его посмотри, у него ручище, он, смотри какая. Ручищи грязный, помыть некогда. Да нет, кадушки конкретно. А вот это Георгия мотоцикл. Ну, те китайцы, это вот японец. Старенький, но катается он. Переездит всех этих еще китайцев, наверное. Кто-то потерял, что ли? Вот раньше на таких мужики гоняли здесь. Саныч какой-то юпак подарил с металлобазы.